Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. В моей прошлой жизни все держалось на порядке. На цифрах в таблицах, на холодной голове в тот момент, когда у других дрожали руки. Я умела собирать разваливающиеся схемы, вытаскивать из кризиса чужие компании, видеть слабое место там, где остальные еще улыбались и уверяли, что все под контролем. Люди называли это талантом, завистники – жесткостью, а я предпочитала слово «профессионализм». У меня был кабинет на 27 этаже, стеклянные стены, 2 телефона, секретарь с идеальной памятью. Я жила быстро, точно и удобно. Хорошая квартира, машина с водителем, платье строгого кроя, папки, договора, сделки, аудиты, совещания – все на своих местах. Все, кроме самой жизни. Об этом, впрочем, я старалась не думать. Люди вокруг считали меня счастливой женщиной, сильной, самодостаточной, из тех, кто не ломается, не жалуется и не просит помощи. Возможно, так оно и было. Я слишком рано поняла, что мир не любит слабость, особенно в женщинах, которые посмели занять место за большим столом. Поэтому училась быть безупречной, не давать повода усомниться, не опаздывать, не плакать, не болеть. Именно это меня и подвело. Сначала была усталость. Необычная, не та, которую смывают выходные или крепкий кофе, а другая, вязкая, будто кто-то медленно вытягивал из меня тепло. Потом появились боли. Не резкие, не пугающие, глухие, тянущие где-то глубоко внутри. Я глотала обезболивающее, продолжала работать и убеждала себя, что это просто стресс, возраст, переутомление. Все что угодно, только не то, что действительно требовало остановиться. Таких, как я, останавливают только силой. Однажды утром я потеряла сознание прямо во время совещания. Помню, как один из директоров что-то говорил о ликвидности, как на экране светилась диаграмма, как я собиралась его перебить, потому что он снова путал причину и следствие, а потом пол покачнулся, свет потек вбок, и в следующую секунду я уже слышала испуганные голоса и бесконечно далекое «Вызовите скорую». В больнице все было слишком белым. Белые стены, белый свет, белые халаты. Даже лица врачей казались бесцветными. Меня обследовали быстро и тщательно. И уже через 2 суток я сидела напротив хирурга и смотрела, как его палец двигается по снимку. Он говорил спокойно, слишком спокойно. Я запомнила не медицинский термин, а паузу перед ним. Плохие новости всегда приходят с паузой. Опухоль, сложная локация, нужна операция, риски высокие, тянуть нельзя. Я сидела с прямой спиной, задавала правильные вопросы, уточняла проценты, сроки, варианты. Врач, кажется, даже испытал облегчение. Перед ним была удобная пациентка, вменяемая, собранная, не истеричная. Он не знал, что, выйдя из кабинета, я закрылась в больничном туалете и впервые за много лет долго смотрела на себя в зеркало, не узнавая собственного лица. Мне было страшно. Некрасиво, невозвышенно, обыкновенно, по-животному страшно. Страшно, что мое сильное, выученное на дисциплине тело меня предало. Страшно, что я могу умереть не потом, когда-нибудь, в старости, а сейчас, внезапно. Страшно, что вся моя жизнь такая правильная, на самом деле не имеет запасного плана. Лечение началось сразу. Консультации, анализы, новые снимки, капельницы. Я злилась на собственную слабость, на больничную еду, на запах антисептика, на снисходительную жалость в глазах тех, кто раньше видел во мне почти машину. Но больше всего я злилась на беспомощность.
В мире финансов любой кризис можно хотя бы просчитать, разделить на этапы, подготовить резервы, собрать команду. Здесь же все сводилось к ожиданию. Как отреагирует организм, что покажет следующий анализ, удастся ли сохранить контроль. Я похудела, осунулась, под глазами залегли тени, и в какой-то момент я поймала себя на том, что больше не строю планов дальше следующей недели, потом дальше следующего дня. Люди приходили, коллеги, партнеры, приносили цветы и фрукты, и тот особый взгляд, которым смотрят на человека, внезапно выпавшего из привычной роли. Еще вчера я была той, кто принимает решения, а теперь той, о ком решают другие. Я это ненавидела. Но однажды вечером, когда после очередной процедуры мне стало особенно плохо, я вдруг поняла, что ненавижу не только болезнь. Я ненавижу свою пустую квартиру, молчание в ней, никем не тронутые чашки, аккуратно сложенные вещи, никому не нужную безупречность. Я прожила жизнь так, будто готовилась к чему-то важному потом, когда будет время, когда станет безопасно, когда работа немного отпустит, когда появится кто-то по-настоящему близкий. Никакого потом не оказалось. Перед операцией мне не было даже с кем поговорить по-настоящему. Медсестра поправила простыню и говорила мягким голосом, что все будет хорошо. А я смотрела в потолок и понимала, что не верю ни ей, ни себе. Было холодно, очень холодно. Меня везли по длинному коридору под лампами, и я помню запах, стерильный, металлический, помню маску, помню, как анестезиолог попросила считать. И помню, что я не стала считать. Вместо этого я подумала о том, как глупо устроен человек. Мы умеем строить корпорации, запускать спутники, управлять потоками денег, и все равно остаемся беспомощными перед куском больной плоти внутри собственного тела. Последнее, что я почувствовала, была боль. Не острая, тяжелая, серая, бесконечная. А потом писк приборов, чьи-то быстрые голоса, резкий свет и странная ясность, которая пришла всего на миг. Я умираю. Эта мысль не вызвала паники, только горечь. Не от того, что жизнь закончилась, а от того, что я так и не успела пожить по-настоящему. Я хотела сказать что-то важное, кому, зачем, уже не знаю. Возможно, самой себе, возможно, той женщине, которой я была все эти годы. Что она держалась хорошо, что она справилась, что ей можно больше не быть сильной. Но губы не слушались. Свет стал ярче, звук дальше. Тело исчезло первым, а потом исчезло все. И я открыла глаза уже в другом мире. После пронзительного писка приборов, запаха лекарств и той серой безвкусной боли тишина показалась мне чудом. Я лежала на мягкой постели, утопая в одеяле, пахнущем сушеной лавандой. Где-то рядом уютно потрескивал огонь, и впервые за долгое время мне не было больно. Я даже улыбнулась, не открывая глаз. Значит, выжила? Значит, операция прошла успешно? Значит, теперь будет все иначе? И я повернулась на бок и тут же поняла, что что-то не так. Простыня была слишком грубой, словно сотканной вручную. Рука, поправившая волосы, задела не короткую больничную стрижку, а тяжелые локоны, уложенные в сложную прическу. А потом я открыла глаза и увидела зеркало. Из отражения на меня смотрела не я. Чужое лицо, безупречно молодое, слишком белая кожа, огромные испуганные глаза. Девушка в зеркале казалась фарфоровой куклой. Я села так резко, что в груди кольнуло. Не больно, а непривычно, будто тело еще не знало, как правильно двигаться. «Нет», — сказала я отражению, —
Этого не может быть. Дубовая дверь распахнулась таким грохотом, будто ее собирались снести с петель. «Очнулась, лгунья!» — рявкнул мужчина на пороге. Он был крупным, тяжелым, в дорогом халате цвета темного вина и лицом человека, который привык, что ему уступают раньше, чем он попросит. Маленькие глаза блестели раздражением. «Твоя лихорадка не избавит тебя от обязанностей, Иара», — продолжил он. «Завтра на рассвете мы едем в столицу. Ты подпишешь отказ от доли в купеческой гильдии в мою пользу, и этот фарс закончится. Довольно ты уже разоряла дом своими капризами». Я моргнула. «Иара? Купеческая гильдия? Отказ от доли?» В любой другой ситуации я бы решила, что все еще под наркозом. Но в голосе мужчины было слишком много живой жадности, а в моих ладонях слишком отчетливое ощущение тонкой ткани и холодного воздуха. Я, бывший исполнительный директор Международного банка, женщина, 20 лет проработавшая с активами, кредитами и отчетностью, смотрела на очередного жулика. Только теперь на мне был кружевной чепец, а на жулике дорогой халат. Странно. Но именно это меня успокоило. Чужой мир? Новое тело? Неизвестное имя? Ладно. Жадные родственники везде одинаковые. Я бережно расправила подол и подняла на него глаза. «Разумеется, дядя», — сказала я тихо. Он уже приготовился победно хмыкнуть и не заметил, как в моем взгляде вместо страха разгорелся холодный деловой интерес. «Но прежде чем я что-либо подпишу, — добавила я хочу увидеть счета». Он замер, а я впервые за эту новую жизнь почувствовала себя, наконец-то, живой. Когда за дядей закрылась дверь, я еще несколько секунд сидела, не двигаясь. Иногда кризис нельзя атаковать сразу, его нужно сначала оценить. Комната была просторной, богато обставленной, но без уюта. Слишком тяжелые шторы, слишком темное дерево, слишком много предметов, купленных ради цены, а не ради вкуса. Это уже говорило кое-что о хозяине дома. Я встала и, держась за край комода, подошла к зеркалу. Девушке в отражении было лет 19, не больше. Узкие плечи, тонкие пальцы, лицо красивое, но измученное. На шее виднелась едва заметная сыпь, след от недавней лихорадки или от постоянного стресса. И тут в голову хлынуло чужое. Не воспоминания даже, обрывки. Имя Иара Вейр. Отец купец Эдрен Вейр. Мать умерла рано, отец 3 года назад. Опекун родной брат матери Орвальд Рин. Дом ее, но распоряжается он. Доля в Южной торговой гильдии – ее наследство. Она боялась. Боялась дяди, его вспышек ярости, его вечных разговоров о том, что женщины в торговле – обуза. Боялась подписывать бумаги, которые не понимала. Боялась, что никто не поможет. Последняя мысль, вспыхнувшая в чужой памяти, была такой острой, что я невольно схватилась за грудь. Только бы не отдали все ему. Только бы папино дело не пропало. Я закрыла глаза. «Хорошо, Иара», — прошептала я. «Если ты еще где-то есть, я поняла». В этот момент из-под шкафа донеслось недовольное сопение. Я резко обернулась. Из тени показалось нечто маленькое, лохматое, с огромными ушами, как у сердитой летучей мыши, и глазами цвета янтаря. Существо было размером с крупного кота, носило старенький жилет с 3 пуговицами и опиралось на крошечную кочергу, как на посох. «Поняла она!» — проворчало существо. «А дверь-то дураку не заперла. Вот войдет опять, и что тогда?» Я молча уставилась на него. «Ну?» — нахохлилось существо. «Чего таращишься? Домового не видела?» «Видела», — ответила я на автомате. И только потом осознала, что сказала. «Вру», — добавила я, — «не видела». «То-то же!
Я Шуш, хранитель очага, оберег полов, смотритель сквозняков и единственный в этом доме, у кого есть мозги. Барышня прежняя меня только слышала, когда жаром бредила. А ты, стало быть, слышишь по-настоящему. Похоже на то. И взгляд у тебя не ее. У той взгляд был как у зайца, а у тебя как у человека, который сейчас посчитает, сколько стоит веревка, на которой его собирались повесить. Я невольно усмехнулась. Хорошее сравнение. Я вообще сообразительный. Просто меня никто не ценит. Так что будем делать? Если завтра эта жирная сарделька увезет тебя в столицу, дом останется без хозяйки и с идиотом. Сначала, сказала я, мне нужны книги. Какие еще книги? Все. Счетные, долговые, складские, расходные, все. Шуш присвистнул. А ты впрямь не зайчонок. Нет, сказала я гораздо хуже. Служанку звали Мира. Ей было около 30, и она вошла ко мне, как входит в комнату к умирающему соколу. Осторожно, с надеждой, что он не клюнет, но и не упадет замертво. «Госпожа, вам снова худо?» «Нет, закрой дверь». Она послушалась и обернулась с тревогой. «Мне нужны книги, которые ты прятала. По моей просьбе». Мира побледнела. «Я не понимаю». «Понимаешь, и если ты хочешь помочь своей госпоже, перестань терять время». «Вы изменились не совсем, как раньше говорите». «Это хорошо или плохо?» «Очень хорошо», — выдохнула она. Через четверть часа на столе лежали 3 амбарные книги, пачка расписок, ключ от кабинета покойного хозяина и мешочек сушеной мяты для бодрости, который сунул мне Шуш с видом человека, делающего одолжение бездарному начальству. «Пей», — велел он, — «а то до рассвета свалишься». «Спасибо». «Не благодари. Если помрешь, мне потом опять с этим Орвальдом жить». Я открыла первую книгу и почти сразу успокоилась окончательно. Язык цифр не меняется даже между мирами. Приход, расход, долговые обязательства, закупки, отгрузки, доля с пристани, доля с лавок, процент с караванов. Структура была примитивной, но вполне читаемой. Более того, примитивность учета играла мне на руку. Человек, уверенный, что его никто не проверит, ленится заметать следы. К рассвету у меня уже были не догадки, а схема. Орвальд Рин 3 года методично выводил средства из доли племянницы. Он завышал расходы на содержание складов, дублировал платежи за один и тот же товар, проводил фиктивный ремонт повозок и, что особенно красиво, записывал на счет Иары долги, сделанные на содержание собственной любовницы, содержащей модную лавку в столице. «Свинья», — подытожил Шуш. «Мелкая, жадная и неаккуратная», — согласилась я. «Это ты про свинью или про дядю?» «Без разницы». Мира, дремавшая в кресле, подняла голову. «Госпожа, а вы правда можете это доказать?» «Могу, но этого мало. Доказать не значит победить. Нам нужно, чтобы он сам привез меня на заседание гильдии, уверенный в победе. И нам нужно, чтобы свидетели были на месте, и чтобы никто не смог забрать эти книги до того, как я открою рот». «Спрячем?» — спросила Мира. «Нет, это слишком очевидно. Мы оставим ложный след». Шуш довольно улыбнулся. «О, вот это мне уже нравится!» К рассвету мы разложили на видном месте безобидные тетради с рецептами, старыми письмами, а настоящие книги спрятали там, где ни один самодовольный мужчина не станет искать. В коробах с зимними пелеринами, пахнущими камфорой. Когда первые лучи солнца окрасили края штор, я позволила себе откинуться на спинку кресла. В груди поднималась знакомая ясность. Когда-то я спасала банк от поглощения, потом пережила расследование, потом болезнь, операцию, смерть или что это было. Ну что ж, если судьба решила выдать мне второй шанс,
то, по крайней мере, не ошиблась с профессией. Орвальд был сама снисходительная любезность, и это было, пожалуй, самым оскорбительным. Он подал мне руку, помог сесть в карету, заботливо поинтересовался, не слишком ли свежий воздух, и велел кучеру ехать осторожнее, чтобы дорогая племянница не утомилась. Я улыбалась так же мягко. «Дядя», — сказала я, — «а почему вы так уверены, что гильдия одобрит передачу доли?» «Потому что это разумно. Девице не под силу вести торговые дела». «А если эта девица окажется неразумной и заупрямится?» Он усмехнулся. «Тогда ее признают неспособной к управлению и назначат попечителя, например, меня». «Прекрасно. Значит, он заготовил 2 петли». Я опустила глаза. Как предусмотрительно. Рядом на дорожной подушке, невидимых для остальных, сидел Шуш. «Ударить бы его кочергой», — сообщил он мне вполголоса. «Потом». Так же тихо ответила я. Орвальд насторожился. «Что?» Говорю, потом мне, вероятно, понадобится отдых после заседания. «Ну, конечно, разумеется». Столица встретила нас шумом колес, гомоном разносчиков и тяжелым запахом реки, по которой шли грузовые баржи. Я выглянула в окно и сразу поняла, почему эта гильдия так богата. Город был узлом. Здесь сходились сухопутный тракт и речной путь и морские поставки. Любой, кто контролировал торговлю здесь, контролировал цены в половине южных провинций. Зал гильдии оказался просторным, отделанным ореховым деревом и медью. Здесь пахло воском, пергаментом, чернилами и деньгами. Эти запахи я всегда любила. Купцы собирались не спеша. Мужчины всех возрастов, сухие старики с цепким взглядом и те, кого я сразу отнесла к новым богачам, с кричащими перстнями и слишком громкими голосами. Во главе стола стоял человек, которого я заметила первым. Высокий, широкоплечий, лет 40, в темном строгом сюртуке без излишеств. Лицо резкое, взгляд упрямый, на шее простое обручальное кольцо, надетое на шнурок. «Вдовец», — предположила я. «Магистр гильдии Кайл Дорн», — шепнул Орвальд. «Человек честный до глупости». Я едва не улыбнулась. Для вора всегда честный человек выглядит глупцом. Кайл Дорн поднял глаза и встретился со мной взглядом. В его лице ничего не изменилось, но мне показалось, что он задержал внимание на долю секунды дольше, чем требовала вежливость. Будто тоже заметил, сегодня в этот зал пришла не та девушка, которую ждали. Когда принесли документы на отказ от доли, в зале стало почти тихо. Орвальд подвинул ко мне перо. «Подписывай, Яра». Я не взяла его. «Прежде чем я подпишу что-либо, — сказала я, — у меня есть вопрос к гильдии». Некоторые купцы переглянулись. Орвальд напрягся. «Племянница, не устраивай сцен». «Напротив, дядя, я хочу избежать недоразумений». Кайл Дорн сложил руки за спиной. «Говорите, госпожа Вейр». Я встала. Сердце билось быстро, но разум был ледяным. Я знала это состояние. Последние минуты перед важной сделкой, когда нельзя позволить себе ни дрожи, ни лишнего слова. Мне предлагают отказаться от доли, мотивируя это тем, что я не способна управлять имуществом. Однако за последние 3 года моим наследством управлял мой опекун, господин Орвальд Рин. И у меня возникли сомнения в качестве этого управления. По залу прошелестел шепот. «Какие еще сомнения?» — фыркнул Орвальд. Я повернулась к двери. «Мира?» Вошла служанка, бледная, как молоко. За ней 2 носильщиков внесли книги. Теперь загудели уже все. Орвальд побагровел. «Что это значит?» «Это значит, — ответила я, раскрывая первую амбарную книгу, — что мне было скучно болеть». Кто-то хмыкнул, а я продолжила. Здесь указано, что в прошлом году на ремонт северных складов было потрачено 1100 крон. В то же время в книге подрядчика значится 600.
Далее закупка сукна у дома Левин и сыновья проведена дважды, но доставка была одна. Разница 240 крон. Затем содержание 6 грузовых повозок, из которых в реестре собственности числятся только 4. Я говорила спокойно, без надрыва, просто раскрывала цифры. Орвальд перебивал, возмущался, пытался обвинить писцов, потом служащих, потом вообще меня в болезненном бреду, но я уже вошла в тот точный ритм, где каждая новая строка уничтожала его предыдущую ложь. «И, наконец», — сказала я, поднимая последнюю расписку, «расходы на особые ткани для нужд дома, списанные с моего наследства. Адрес доставки — лавка госпожи Северины Таль. Насколько мне известно, она не живет в моем доме, зато, по слухам, давно живет в вашем сердце, дядя». В зале раздался смех. Орвальд вскочил. «Это клевета!» «Тогда опровергните. Документально». Он открыл рот и впервые не нашел слов. Кайл Дорн подошел к столу, взял у меня расписку, потом еще одну книгу. Его лицо не выражало ничего, но потому как внимательно он вчитывался, я поняла, он уже видит то же, что и я. «Господин Рин», — произнес он наконец, — «вам будет предоставлена возможность объясниться перед ревизионным советом. До завершения разбирательства вы отстраняетесь от управления имуществом госпожи Вейер». Орвальд шумно втянул воздух. «Это возмутительно». «Возможно», — сухо сказал Кайл, «но не так возмутительно, как ваши книги». Я медленно села. Меня трясло. Не от страха, от выброса адреналина. Шуш, сидевший под столом, ткнул меня в щиколотку. «Хорошо», — приложила хозяйка. «Я бы и сам так не съязвил». А потом произошло то, чего я не ожидала. Один из старых купцов, седой, тяжелый, с золотой серьгой в ухе, хлопнул ладонью по столу и расхохотался. «Девица устроила аудит прямо на заседании! Да я с такого с молодости не видел!» За ним засмеялись еще двое, потом трое. Шум в зале изменился, он уже не был гулом неловкости. Это был гул интереса. Опасная вещь, чужое восхищение. Но в тот день я решила, что научусь пользоваться и им тоже. Ревизионный совет заседал 3 дня. Все 3 дня я не отдыхала. Орвальд надеялся, что мой выпад был разовой вспышкой. Он ошибался. Я приходила с дополнительными бумагами, задавала вопросы подрядчикам и заставляла сверять не только суммы, но и сроки поставок. Люди лгут голосом, осанкой, взглядом. Цифры лгут только через людей. А людей я читать умела давно. На 4-й день совет постановил: часть средств вернуть, опекунство снять, право распоряжения долей признать за мной, как за прямой наследницей. Когда объявили решение, я не сразу поняла, что сжимаю кулаки. «Ты свободна», — сказала я про себя, то ли Иаре, то ли себе самой. Кайл Дорн задержал меня после заседания. Мы стояли у окна, откуда был виден речной порт. «Вы удивили многих, госпожа Вейер», — сказал он. «Надеюсь, приятно?» «Пока не решил». «Вы полагаете, что я устроила спектакль?» «Я полагаю, что вы хорошо подготовились, и что человек, прежде не проявлявший интереса к торговле, не меняется за одну ночь без причины». Я позволила себе легкую улыбку. Это был почти вызов. Иногда, магистр Дорн, человеку достаточно одной ночи, чтобы понять, кто собирается продать его за бесценок. «И что вы намерены делать теперь?» «Управлять своей долей. Лично. А вы видите другой вариант?» «Я вижу множество причин, по которым это будет трудно». «Трудности и есть моя рабочая среда». В его глазах мелькнуло что-то похожее на уважение.
«Хорошо», — сказал он. «Тогда первый совет от человека, который не любит давать советы. Не пытайтесь казаться слабее, чем вы есть. Купцы чувствуют притворство лучше, чем собаки кровь. А второй? Не доверяйте тем, кто начал улыбаться вам слишком быстро после вашей победы. Разумно. И еще одно. Ваш дядя не простит унижения. Я знаю. Будьте осторожны. Я встретила его взгляд и ответила честно. А вот это у меня никогда не получалось. Но я умею быть готовой. Когда я вышла на улицу, Шуш высунулся из сумки, где тайком ехал всю дорогу, и сердито зашипел. «Это твой магистр? Смотрит так, будто хочет проверить, из какого теста ты сделана». «Пусть проверяет». «Не люблю я высоких молчунов». «Почему?» «Потому что у них обычно самые громкие чувства. Потом хлопот не оберешься». Тогда я только фыркнула, а позже выяснилось, что домовой, как всегда, видел дальше меня. Когда я вернулась в дом, он показался мне больным. Теперь, после заседаний в гильдии, после живого движения города, после ясной цели, я особенно остро увидела, сколько здесь запущенности. Трубы дымили плохо, лестницы скрипели, на кухне царил хаос. А половина прислуги работала так, будто ждала не хозяйку, а новый повод для увольнения. Орвальд не просто воровал, он выедал дом изнутри. Хорошо, что он уехал. Даже воздух стал чище. Я начала с кухни, потом прачечная, потом склад белья, потом дровяной двор. Мира ходила за мной с тетрадью и все записывала. Шуш бегал по балкам и ворчал, что я перетряхиваю дом, как старый сундук. Но когда никто не видел, подсказывал, где протекает крыша, какой лакей ленив и кого из служанок не стоит трогать, потому что у девки мать больная, а руки честные. К концу недели я поняла, дом можно выправить, но для этого нужно перестать латать и начать строить. «Зимой здесь холодно?» – спросила я у Миры. «Очень. Камины горят с утра до ночи, но толку мало. В северном крыле стены ледяные». Я задумалась. В старом мире я не прокладывала трубы и не проектировала отопление, но понимала принцип системности. Если тепло рассеивается точечно, его нужно распределять. Если люди зависят от десятка очагов, нужен единый контур. В мире, где существуют огненные камни и рунические мастера, задача была не невозможной. Просто никому не приходило в голову соединить комфорт и расчет. «А если пустить тепло по стенам?» – пробормотала я. «По стенам?» – переспросила Мира. «Или под полом?» «Под полом?» – ужаснулся Шуш. «А домовым где жить прикажете?» «Я тебе отдельную нишу сделаю». «С полочкой?» «С полочкой». «Тогда продолжай мысль». Я наняла мастера рун, плотника и старого печника, которого все считали чудаком. 3 дня они спорили над моими набросками, а на 4-й начали работать. Мы провели медные трубы от большого котла в подвале, укрепили их огненными камнями, обложили защитными пластинами и вывели тепло вдоль наружных стен и в полы самых холодных комнат. Когда через месяц северное крыло впервые прогрелось равномерно, Мира расплакалась. «Госпожа, здесь так тепло!» Шуш, сидя на новом теплом выступе у плинтуса, буркнул. «Не реви, пол заляпаешь. И вообще, могли бы сделать повыше. Мне еще и подушечка не помешала бы». Но вечером я застала его спящим на спине, с довольной мордой и рукой, положенной на пузо. Некоторые победы лучше всяких титулов. Свою долю в гильдии я изучала так же, как когда-то изучала проблемный актив. Сначала цифры, потом процессы, потом люди. Мой пай включал 3 лавки тканей, половину речного склада специй, долю в караванных поставках и часть прибыли от сезонной торговли бытовыми товарами. На бумаге все выглядело неплохо. В реальности товар залеживался, поставки шли вслепую, а продавцы закупали то, что может понравиться, вместо того, чтобы знать, что уже нужно покупателю.
«Вы хотите сказать, госпожа?» — осторожно спросил старший приказчик Тарек. «Что сначала надо узнать, что хотят купить, а потом везти?» «Именно». Я вздохнула. «Люди заказывают портным платье заранее?» «Да». «Заранее просят кузнеца сделать плуг?» «Да». «Тогда почему лавка закупает наугад и надеется на чудо?» Тарек моргнул. «Так всегда делали». «Прекрасная причина разоряться». Так появилась система записей заказов. Сначала простая. В лавках повесили книгу пожеланий. Покупатели могли оставить запрос на цвет ткани, вид пуговиц, сорт чая, вид специи или форму лампы. За небольшой задаток товар обещали привезти к определенному сроку. Я ввела скидку на повторный заказ и доплату за срочность. Через 2 недели приказчики пришли ко мне растерянные. «Оно работает, госпожа». «Знаю. Люди сами говорят, что им нужно». «В этом и был замысел». «И меньше остается лишнего товара». «Именно». Шуш, сидевший на подоконнике, ехидно заметил. «Вот диво-то! Оказывается, покупателю лучше знать, чего он хочет купить». Вскоре мы пошли дальше. Если клиент оставлял заказ, зачем ему самому тащиться за ним в лавку повторно? «Доставка», — сказала я на собрании приказчиков. Тишина. «Что?» «Доставка на дом». Тарек побледнел. «Ну зачем?» «Затем, что богатые ленивы, занятые и любят удобства. А небогатые любят, когда о них помнят. Если вдова заказала муку, масло и нитки, почему бы не довести это одной повозкой, взяв умеренную плату? Это сэкономит время, и мы получим лояльность и дополнительный доход». Они смотрели на меня так, будто я открыла новую звезду. «Госпожа!» — наконец сказал Тарек. «А если все начнут просить?» «Значит, мы были правы». Так в городе появились повозки с моим знаком. Золотой ключ на темно-зеленом круге. Сначала над нами посмеивались, потом начали заказывать, потом копировать. А когда тебя копируют, это значит, что ты уже впереди. Кайл Дорн пришел ко мне в лавку без предупреждения. Я как раз проверяла новые книги заказов и ругалась с поставщиком льняного полотна, который пытался выдать некачественный рулон за лучший сорт. «Здесь перекос нити на 6 пальцев», — говорила я, постукивая по ткани. «Или вы делаете скидку, или увозите все обратно». Поставщик замямлил оправдание, но, заметив за моей спиной магистра гильдии, мгновенно согласился на скидку. Когда он ушел, Кайр заметил. «Жестко». «Эффективно». «Вас уже боятся». «Прекрасно. Лучше пусть боятся обманывать». Он взял со стойки книгу заказов, полистал, потом посмотрел на двор, где грузили коробки в повозку с моим знаком. «Значит, это правда». «Что именно?» «Что вы собираете заказы заранее и развозите их по домам». «А вы думали, я хвастаюсь ради развлечения?» «Я думал, это временная причуда». «Вы обо мне все время думаете хуже, чем нужно». «Зато потом приятнее ошибаться». «Ваша система уже влияет на цены», — сказал он. «Некоторые купцы недовольны». «Потому что им пришлось начать думать?» «Потому что им пришлось признать, что женщина может менять правила игры». Так проблема все-таки в этом». «Для многих, да». «А для вас?» «Для меня проблема в другом. Любая новая система хороша, пока не трещит под нагрузкой. Если спрос вырастет вдвое, вы справитесь?» «Справлюсь». «А если втрое?» «Найму еще людей и разделю маршруты». «А если конкурент подкупит ваших возчиков?» «Введу двойной учет, расписки от получателей и премии за точность». «Вы уже и об этом подумали?» «Я всегда думаю об уязвимостях». «Это видно. У вас есть талант, госпожа Вейр». «Только один?» «Пока я разглядел несколько, но этот самый опасный». «Для кого?» «Для тех, кто решил, что вас можно загнать в угол». После его ухода Шуш вылез из мешка и сердито сообщил. «Не нравится мне, как он смотрит.
Ты уже говорил. А я повторю. Молчит, смотрит, думает. Такие или женятся, или воюют. Иногда это одно и то же. Вот именно. Поэтому я и нервничаю. Я рассмеялась и только спустя мгновение заметила, что делаю это все чаще. Любое дело держится не на идеях, а на людях, способных не испортить идею на практике. Это я знала слишком хорошо. Я уволила 2 приказчиков, пойманных на мелком воровстве, повысила тихую девушку из лавки галантереи, потому что она вела записи чище взрослых мужчин. Переманила из соседнего торгового дома седого управляющего по имени Брен, который славился отвратительным характером, но безупречной честностью. Он явился ко мне с таким видом, будто собирался отказаться. «Слышал, вы хотите навести порядок, госпожа? Это правда или красивая легенда для гильдии?» «Правда». «А когда вам надоест?» «Не надоест». «А когда вмешаются мужчины из совета?» «Пусть вмешиваются, им же хуже». Он прищурился. «А если я не умею льстить?» «Тем лучше. А от льстецов у меня изжога». Брен подумал и кивнул. «Тогда попробуем». Так у меня появился человек, который однажды сказал мне: «Вы делаете слишком много сами», и после этого не сбежал, когда я предложила ему список дел. Мира стала моей секретаршей, хотя сама долго пугалась этого слова. Тарек возглавил доставку. Кухарка получила помощницу и перестала воровать масло, потому что я подняла ей плату и одновременно ввела учет. Шуш тоже нашел себе занятие. Он следил за домом, за складами и, к моему глубокому подозрению, за всеми разговорами, которые считал полезными. «Я не подслушиваю. Я охраняю акустику», — возмущался он. «Ну, конечно. И вообще, если 2 идиотов обсуждают ночью, как бы стащить мешочек корицы, это уже не тайна, а проблема». Иногда он приносил настоящие сокровища. «У дяди твоего новый дружок», — сообщил он однажды. «Верзила с ожогом на шее. На складе у пристани крутится. Пахнет сажей и плохими намерениями». «Орвальд все еще в городе?» «Пока да. И злится». «Значит, рано расслабляться», — сказала я. «Я ж тебе с первого дня это твержу», — хмыкнул Шуш. «А я тебя за что ценю?» «За красоту и покладистость», — тут же ответил он. «Врунишка». «Ну и за ум тоже, но это уже вторично». Если бы мне в прошлой жизни сказали, что однажды я буду идти на бал в шелковом платье цвета темной хвои, чтобы обсуждать с купцами логистику и стоимость страховки, я бы решила, что это последствия сильных препаратов. Но жизнь после смерти, как выяснилось, не любит однообразия. Бал устраивали в честь завершения речного сезона. Зал гильдии превратился в море света. Хрустальные лампы, музыканты на балконе, жены купцов в атласе и жемчугах. Я терпеть не могла пустые светские разговоры, но обожала наблюдать за тем, как люди делают вид, что они не пустые. «Госпожа Вейр, вы стали знаменитостью», — заметила дама в серебристом платье. «Надеюсь, не в дурном смысле?» «В самом тревожном», — сухо сказал голос у меня за спиной. «Кайль». Он был в черном, разумеется, и выглядел так, будто явился не на праздник, а на переговоры о военном перемирии. «Вы умеете делать комплименты, магистр Дорн?» «Я констатирую риск». «Какой?» «Половина купцов хочет сотрудничать с вами, а вторая — понять, как вас остановить». «А вы?» «А я пока наблюдаю». «Осторожный человек». «На моем месте иначе нельзя». Мы танцевали с ним один танец. И весь он был похож на разговор 2 игроков, которые еще не решили, хотят ли они выиграть друг у друга или играть в одной команде. «Вы не любите балы», — сказала я. «Не люблю шум». «Тогда почему пришли?» «Потому что должен, я магистр». «А еще?» «А еще мне было любопытно».
И я не стала спрашивать, что именно. Опыт подсказывал, когда мужчина такого склада что-то произносит сам, лучше дать ему дойти до конца своим путем. Но к концу танца я уже знала, опаснее холодного интереса бывает только уважение, которое долго не признают вслух. Когда я вернулась домой, Шуш сидел в кресле и делал вид, что дремлет. «Ну?» — не открывая глаз, спросил он. «Что «ну»?» «Высокий молчун еще не признался, что пропал?» «Нет». «Жаль, было бы веселее». «Ты неисправим». «А ты сияешь, как новая медная кастрюля. Это меня тревожит». «Почему?» «Потому что счастливый человек хуже замечает опасность». И, как назло, он снова оказался прав. Первый тревожный знак пришел не из книг, он пришел ночью. Я проснулся от того, что Шуш прыгал у меня на груди обеими ногами. «Вставай! Вставай, пока не поздно!» «Что случилось?» «На южном складе кто-то шарит и пахнет горелым маслом». Через 10 минут я уже была во дворе. Тарек, Брен и трое сторожей поднимали фонари. Мы доехали до склада быстро и, к счастью, слишком рано для беды. Замок на задней двери был сорван, внутри валялись тряпки, пропитанные керосином. «Поджог», — мрачно сказал Брен. «Неудавшийся», — ответила я. «Но если один раз попробовали, попробуют снова». Я стояла среди мешков с пряностями и свертком ткани, и в голове уже складывалась следующая схема. В прошлой жизни мы страховали склады, перевозки, риски. Здесь, кажется, страх перед случайностью считался волей богов. А значит, люди терпели убытки, как погоду. Это было удобно всем, кроме тех, кто терял. «Брен», — сказала я, — «а сколько купцы теряют ежегодно из-за пожаров, грабежей и порчи груза?» «Много». «Конкретнее?» «У кого как, но много». «Значит, никто не считает?» «Считают по факту беды». «А надо до нее». «Вы опять что-то задумали, госпожа?» «Да, я собираюсь продавать не только товары, но и уверенность». Утром я составила первые правила страхового товарищества. Взносы по категории риска, осмотр складов перед принятием, возмещение из общего фонда. Наихудшие объекты не принимаются без исправлений. Обман при заявке карается исключением и штрафом. «Люди не поймут», — сказал Тарек. «Сначала нет. И не поверят». «Поверят, когда увидят первый выплаченный результат». «А если случаев будет слишком много?» Я улыбнулась без радости. Для этого и нужны расчеты. Шуш сидел на краю стола и слушал. «А если кто-то устроит пожар нарочно, чтобы получить деньги?» — спросил он. «Тогда ему очень не понравится расследование». «Вот за это я тебя и уважаю. За природную вредность». Когда я вынесла идею страхового товарищества на совет гильдии, реакция была именно такой, как я ожидала. От недоверчивого хмыканья до прямого обвинения в том, что я придумала новый способ собирать деньги из воздуха. «Вы предлагаете нам платить за беду, которая может и не случиться?» — спросил один купец. «Вы уже платите. Только не заранее и неконтролируемо, а потом, всем убыткам сразу». «Но если беды нет, деньги пропадут». «Если беды нет, вы покупаете спокойствие и устойчивость. А если она есть, не разоряетесь». Кайл Дорн слушал молча. Потом спросил. «Как вы будете определять размер взноса?» «По риску. Если это каменный склад у воды и деревянный амбар у свечной мастерской, то это не одно и то же. Перевозка стекла и перевозка соли тоже». «И кто это будет оценивать?» «Люди, которым выгодно быть честными. Осмотрщики на жалование гильдии и с двойной подписью. Один от товарищества, один от владельца». «А фонд?» «Отдельный учет, отдельная книга, никаких смешанных денег». Кто-то фыркнул. «И кто поручится, что хозяйка фонда не сбежит с ним?»
Я повернулась к говорившему. Тот факт, что у вас самого такая мысль возникла первой, много говорит о вашем характере, но мало о моем. В зале хихикнули. Кайл опустил взгляд, скрывая тень улыбки. В итоге товарищество разрешили как эксперимент. На ограниченное число складов и перевозок. Только для членов гильдии. Только под личную ответственность магистра и мою. После заседания Кайл догнал меня у лестницы. «Вы понимаете, что поставили на карту репутацию?» «Конечно. Свою и мою. Значит, нам обоим придется быть особенно внимательными». «Вы умеете делать союз неизбежным, не спрашивая согласия?» «А разве вы были против?» «Я был осторожен». «Это не одно и то же». «С вами, госпожа Вейер, осторожность быстро становится роскошью». И ушел раньше, чем я успела ответить. Шуш, ждавший внизу, осуждающе цокнул языком. «Ну все, началось». «Что именно?» «То самое. Глаза у него уже не магистерские». «Не выдумывай». «Я домовой. Я на искре между людьми насмотрелся раньше, чем ты по счетам считать научилась». «И что ты предлагаешь?» «Не глупеть. Влюбляться можно, глупеть нет». Орвальд исчез из столицы на 2 недели. Это было хуже, чем если бы он кричал у моих ворот. Молчание врага — это всегда работа. Я усилила охрану складов, проверила замки, приказала держать воду в бочках у каждого входа и настояла, чтобы первые участники страхового товарищества подписали правила пожарной безопасности. Надо мной ворчали, но подписывали. «Вы думаете, все это из-за вашего дяди?» — спросил Каэль. «Не только, но он достаточно глуп, чтобы захотеть мести, и достаточно жаден, чтобы выбрать поджог». «Почему не убийство?» «Потому что разрушение имущества больнее для тех, кто строит, и потому что он считает, будто я — это только деньги». Каэль нахмурился. «Он ошибается». В тот же вечер Шуш принес еще 2 новости. Верзила с ожогом опять был у старой коптильни. И еще 2 с ним. Один косой, другой хромает. «Ты видел лица?» «Я не художник, но если надо, в ухо вцеплюсь». Я вызвала Брена. Мы составили приметы. На рассвете один из сторожей действительно заметил косого у дальнего склада, но тот ушел. Это подтверждало только одно: нас проверяют. Когда опасность висит в воздухе, чувства обостряются. Я замечала скрип телеги за 3 дома, чувствовала запах сырой древесины, слышала, как изменился тон Миры, когда она узнавала о задержке поставок. Все тело жило в режиме ожидания удара. И на этом фоне неожиданно самым спокойным местом для меня стали разговоры с Кайлем. Иногда мы спорили о тарифах, иногда о людях, иногда он просто заходил вечером, когда дом уже затихал, и пил со мной чай у камина. В такие вечера я почти забывала, что моя жизнь однажды уже закончилась. Почти. О его жене я узнала случайно. В городском соборе звонили по утренней службе, когда мы с Кайлем вышли после встречи с корабельщиками. У входа на площадь торговали лилиями. Он остановился, купил цветы и, не объясняя, свернул в маленький сад за храмом. Я пошла за ним молча. Там под старой липой стояла каменная плита. Элина Дорн, любимая жена и мать. Кайл положил лилии. Я уже хотела отступить, но он сказал: «Можете остаться». Я осталась. Несколько секунд мы молчали. «Лихорадка», — произнес он наконец. 6 лет назад. Сначала сын, через 3 дня она». «Мне жаль». «Мне тоже. До сих пор». После этого работа стала единственным местом, где все еще действовали правила. Сделал верно — получил результат. Ошибся — расплатился. Это проще, чем горе. «Да», — сказала я, — «проще». Он взглянул на меня.
Вы тоже кого-то потеряли? Я могла бы солгать, отвести взгляд, но вместо этого ответила: всю прежнюю жизнь. И пока не знаю, как об этом говорить. Тогда не говорите. Это было самым милосердным ответом, который он мог дать. Когда мы шли назад, наши руки на миг соприкоснулись. Случайно или нет, но мы оба это почувствовали и оба ничего не сказали. Дома Шуш встретил меня на лестнице. «Ох, нехорошо!» «Что нехорошо?» «Глядишь на него уже не как на полезного союзника». «А как?» «Как женщина, которая вспомнила, что у нее есть не только голова». «Шуш!» «Что?» «Иногда ты невыносим». «Зато правдив. Это редкий дар». Весна пришла в город резко. Торговля ожила, заказы выросли так, что Тарек уже не ругался на доставку. Он ругался только на тех, кто не умеет складывать коробки, по моим стандартам. Страховое товарищество пережило первый реальный случай. У одного купца молния подпалила крышу зернового амбара. Убытки были покрыты быстро и полностью. После этого число желающих вступить утроилось. «Люди любят идеи», — сказал Брен, рассматривая заявки. «Но еще больше любят чужой удачный пример». «Тогда дадим им больше примеров». Дом жил, дело росло, Орвальд затаился. И именно поэтому я впервые позволила себе слабость — поверить, что самое трудное позади. В тот вечер Кайл приехал поздно. Мы сидели в моей гостиной, где по стенам мягко шло скрытое тепло, а Шуш, недовольный самим фактом мужского присутствия, шумно возился в углу с кочергой. «У вас удивительный дом», — сказал Кайл. «Здесь спокойно». «Это заслуга Шуша и немного труб». «Шуша?» Моего талисмана». «Понятно», — ответил он тем тоном, которым умные люди показывают, что ничего не поняли, но готовы уважать чужие странности. Мы долго молчали, а потом Кайл сказал: «Я долго не хотел возвращаться к жизни». «Но вы вернулись, потому что встретил вас. Я не юноша, чтобы говорить красиво. У меня нет привычки обещать легкое счастье. Но рядом с вами мир снова кажется живым. И если вы однажды позволите, я хотел бы быть не только вашим союзником». Я смотрела на него и понимала, меня больше не пугает, что это чувство пришло в чужом теле и в чужом мире. Оно было моим, настоящим. «Кайл», — сказала я не умею быть маленькой, удобной и тихой. У меня много врагов, и иногда я бываю невыносима». Кайл улыбнулся. «Здесь, боюсь, у нас полное согласие». «Тогда, возможно, у нас есть шанс». Он взял мою руку и поцеловал пальцы так бережно, будто я была фарфоровой. А утром загорелся мой склад. Пламя было видно с холма. Оно рвалось в небо оранжевыми зубьями, дым стлался над крышами, люди кричали, лошади бесились. Когда моя карета подлетела к пристани, половина склада уже полыхала. «Воду!» — орал Тарек. «Оттаскивай телеги!» — рявкал Брен. Я спрыгнула на землю, не дожидаясь помощи. В такие минуты времени не существует. Есть только приоритеты. Огонь не должен перейти на соседний склад. Нужно отвезти людей, открыть запасной выход. «Где Кайл?» — крикнула я. «Уже внутри», — ответил кто-то. Я выругалась и рванула к дверям. Но меня перехватили за локоть. Это был сам Кайл, черный от копоти, с сорванным воротом, но живой. «Не смейте», — сказал он. «Там сейчас балка рухнет». «Сколько людей?» «Всех вывели». Я заставила себя кивнуть. Склад догорал до рассвета. Когда все кончилось, от него остались обугленные стены, мокрые балки и горький запах поражения. Или того, что должно было стать поражением. Я стояла среди пепла и чувствовала странное спокойствие. Орвальд просчитался.
Да, товар сгорел, убыток велик. Да, удар демонстративный. Но 3 недели назад этот склад был принят в страховое товарищество, проверен, внесен в реестр. И все взносы по нему были уплачены. «Брэн», — сказал я, — «книги по страховым объектам у тебя?» «Да». «Отлично. Значит, утром собираем комиссию». Он моргнул, потом понял. И медленно усмехнулся. «Госпожа, вы нарочно так спешили с этим складом?» Я боялась именно этого. Кайл посмотрел на меня. «Вы ожидали поджога?» «Да». «И подготовились?» «Да». «Вы невероятная женщина». «Нет, я просто слишком давно знаю, что опасности надо просчитывать заранее». Шуш сидел на уцелевшем камне, черный от сажи. «Поймаю того, кто поджег, нос ему откушу». «Только не весь», — устало сказала я. «Нам нужны признания». Утреннее заседание гильдии было самым многолюдным за весь год. Новость о пожаре разлетелась мгновенно. Новость о том, что пострадавший склад застрахован у моего же товарищества, еще быстрее. Я пришла в черном платье без украшений. Не как жертва, как руководитель. Комиссия осмотрела место, сверила описи, проверила записи сторожей, предыдущие отчеты о состоянии склада и сумму взносов. Все сошлось. Тогда я встала и официально распорядилась о выплате. В зале повисла тишина, которая бывает перед переломом эпохи. Все поняли сразу. Если товарищество платит мне самой, после столь громкого случая по всем правилам, значит, система настоящая. Ни фокус, ни уловка. «Выплата будет произведена в течение 3 дней», — сказала я, — «из фонда, с последующим распределением части риска между сопричастными участниками согласно подписанным условиям». Кайл Дорн поднялся. «От лица гильдии подтверждаю законность решения. И добавлю, с сегодняшнего дня страховое товарищество признается постоянной частью торгового устава города». Шум ударил в стены. Ко мне потянулись с вопросами, с просьбами, с новыми заявками, но меня интересовало другое. «Приведите задержанного», — сказала я. Ночью одного поджигателя все же поймали, косого. Он пытался скрыться со слишком тяжелым кошельком. На допросе он держался недолго. Деньги ему дал Орвальд Рин. План был прост: сжечь склад, сорвать мои поставки, пустить слух, что я разорена, а заодно доказать купцам, что никакие новшества не спасают от старого доброго огня. «Спасают», — сказала я, когда услышала признание, «если думать заранее». Орвальда арестовали прямо у дома его любовницы. И к своему собственному стыду в этот момент я не почувствовала триумфа, только усталость. Потому что зло редко выглядит величественно, чаще жалко. Его судили быстро, потому что гильдия не любит тех, кто жжет склады. В мире торговли это почти святотатство. Я присутствовала на заседании как пострадавшая сторона. Орвальд стоял посреди зала уже не в парче, а в сером камзоле. Осунувшийся, злой, но все еще пытающийся держать голову высоко. «Ты все у меня отняла!» – прошепел он. Я посмотрела на него спокойно. «Нет, я просто не дала тебе отнять мое». «Ты не понимаешь, как устроен мир». «Напротив, я слишком хорошо понимаю, как он устроен вокруг таких, как ты». «Думаешь, тебя будут вечно терпеть? Женщину с амбициями? Слишком умную, слишком громкую?» «Если для того, чтобы выжить, мне надо быть слишком умной, я согласна». Его признали виновным в мошенничестве, растрате, поджоге и нанесении ущерба гильдии. Имущество конфисковали, частично в счет возмещения. Самого Орвальда изгнали из города и лишили права участвовать в торговле на всех крупных южных маршрутах.
Когда приговор огласили, никто не охнул. Несколько человек даже удовлетворенно кивнули. Так заканчивают не трагические злодеи, а мелкие хищники, без шанса вернуться туда, где их однажды раскусили. На выходе Кайл подошел ко мне. Все кончено. Нет, теперь только начинается. Что именно? Настоящая работа. Он улыбнулся. Вот за это я вас и люблю. Вы впервые сказали это вслух. Я много чего делаю поздно, но обычно наверняка. Шуш, сидевший за моим плечом, невидимый для всех, драматически простонал. Все, совсем пропали, оба. Через полгода после пожара старейшина совета предложил мне место, о котором я в первые дни новой жизни не посмела бы и подумать. Сначала место в постоянном правлении, затем, когда один из старейшин окончательно ушел на покой, должность магистра совместно с Кайлем на переходный период, а потом на общем голосовании меня избрали главой гильдии. Я, если честно, не планировала так быстро, но, видимо, у судьбы был свой график. «Госпожа Вейр», — сказал седой купец с серьгой, тот самый, что когда-то первым смеялся на моем публичном аудите. «Вы изменили не только свои дела, вы изменили сам способ, которым мы думаем о торговле». Я ответила просто. Хорошая торговля – это не только прибыль, это предсказуемость, доверие и удобство. Чем меньше хаоса между человеком и нужной ему вещью, тем богаче город. Потом были месяцы работы, мы расширили доставку, открыли единый реестр заказов между лавками, ввели договора на сезонные поставки зерна заранее, чтобы сглаживать скачки цен. Страховое товарищество выросло в полноценную систему защиты складов, грузов и мастерских. В порту появились стандартные расписки, на дорогах рекомендованные маршруты с контрольными постоялыми дворами. И все это время рядом были мои люди. Брэн, который продолжал ворчать на всех и спасать отчеты от чужой глупости. Мира, превратившаяся в лучшую секретаршу в городе. Тарек, который однажды признался, что теперь не представляет торговли без доставок. Шуш, который получил, наконец, полочку, подушечку, отдельный теплый ход за стеной и все равно ежедневно жаловался, что его не ценят. Мы с Кайлем не устраивали пышную свадьбу. Во-первых, нам обоим было смешно от одной мысли, что полгорода станет обсуждать цвет ленты и высоту пирогов. А во-вторых, мы слишком хорошо знали цену тихим вещам. Я настояла, чтобы церемония прошла просто. Светлое платье, живые цветы, самые близкие люди и никакой показной роскоши. Мира плакала. Брэн выглядел так, будто его силой загнали на праздник, но потом все-таки поднял за нас бокал. Тарек нервничал больше жениха. Шуш сидел на ветке старой липы и бубнил. «И зачем людям столько хлопот? Ради того, чтобы и так жить вместе? Не понимаю». Но когда мы обменялись клятвами, он тайком утер рукой глаза. Я это видела. После церемонии Кайл отвел меня в сторону. «Ты счастлива?» – спросил он тихо. Я посмотрела на город, на крыши, за которыми тянулись трубы новых теплых домов, на реку, по которой шли баржи по маршрутам, просчитанным лучше, чем год назад, на склады, застрахованные не молитвой, а системой, на жизнь, которую я не выбирала, но сумела сделать своей. Потом на мужчину, который не испугался моего ума, моей силы, моего прошлого, которого он до конца так и не узнал. «Да», — сказала я, — «очень». Он коснулся моего лба губами. «Тогда все правильно». И я вдруг поняла одну простую вещь. Когда я очнулась в чужой постели, в чужом теле, в чужой судьбе, мне казалось, что у меня отняли все. Имя, мир, лицо, будущее. Но на самом деле мне дали редкий, невозможный подарок
начать с чистого листа, не став пустой. Я принесла сюда свой опыт, свои ошибки, свою злость, свою способность видеть за цифрами людей, а за красивыми словами ловушки. Я не стала другой, я просто, наконец, оказалась в месте, где все это было не лишним. Иногда ночами я все еще вспоминала белый свет операционной, холод простыней, писк приборов, ту последнюю границу, которую, как мне казалось, я уже перешла окончательно. Теперь, когда это случалось, я вставала, подходила к окну и смотрела на спящий город. Где-то в соседней комнате спал человек, которого я полюбила не вопреки, а благодаря жизни. А у камина, свернувшись клубком на своей теплой подушечке, сопел Шуш. Ворчливый, невыносимый, преданный хранитель дома, который первым в этом мире встретил меня не как чужую, а как хозяйку. Иногда он открывал один глаз и ворчал. «Ну чего опять стоишь, как печальная статуя? Все же хорошо!» «Думаю», — отвечала я. «Вот в этом ваша людская беда. Когда все хорошо, вы начинаете думать, где подвох». «А его нет?» «Есть, конечно, но если искать каждую минуту, никакой жизни не останется». И в такие минуты мне становилось почти смешно. Потому что именно домовой, существо, которое в первый день обозвало меня чуть ли не полоумной, теперь учил меня самому трудному искусству на свете. Не только выживать, не только побеждать, но и просто жить. Я училась. Училась просыпаться не от тревоги, а от света. Училась пить утренний чай не над ведомостями, а рядом с мужем, который мог молчать полчаса подряд, и в этом молчании было больше тепла, чем в длинных признаниях иных людей. Училась не вздрагивать, если в дверь стучали резко. Училась помнить прошлое без боли. Иногда мне казалось, что прежняя я, женщина из мира стекла, стали и электрического света, была чьей-то давней родственницей, очень близкой, но все же уже не мной до конца. И все-таки я не предавала ее, наоборот. Все, что она пережила, все, чему научилась, все ее поздние вечера над цифрами, все сделки, провалы, вся холодная выдержка, за которую ее уважали и побаивались, все это не пропало вместе с тем телом. Все это пришло сюда, со мной, ради меня, ради Иары, ради дома, который я сохранила, ради города, который мы изменили. Пожалуй, именно в этом и была самая странная милость судьбы. Мне не дали новую душу, мне дали новую возможность. Прошло еще 2 года. За это время Южная гильдия разрослась настолько, что нам пришлось перестраивать зал заседаний и добавлять еще одно крыло под архивы. Брайан утверждал, что это исключительно потому, что я обожаю бумажки больше, чем прилично женщине. Я отвечала, что хорошая бумажка, заверенная печатью, часто полезнее меча. Он бурчал, но не спорил. Система доставок вышла далеко за пределы столицы. Люди вообще удивительно быстро привыкают к удобству, если однажды его почувствуют. Страховое товарищество сперва вызывало усмешки, потом осторожный интерес, а потом жадное желание вступить, а вскоре появилось еще в 3 крупных городах. «Ты погляди», — важничал Шуш, — «скоро весь материк начнет жить по твоим книжкам». «Это было бы неплохо». «Да, только не загордись. Иначе придется прятать твою чашку для воспитательных целей». «Ты этого не сделаешь». «Почему это?» «Потому что ты сам пьешь из нее сливки, когда думаешь, что я не замечаю». На этом месте он всегда обиженно сопел и исчезал за камином. У нас с Кайлем тоже все менялось. Не ярко, не бурно, а так, как растет крепкое дерево. Медленно и верно.
Мы не мешали друг другу быть сильными. Он не пытался уберечь меня от дела. И я не пыталась переделать его сдержанность в сладкую болтливость. А потом у нас родилась дочь. И вот тогда я впервые по-настоящему испугалась. Не за деньги, не за дело, не за дом, за нее. Маленькую, красную, сердитую, с таким громким голосом, будто она заранее возмущалась устройством мира и требовала немедленно принести ей правильные условия. «О, — уважительно сказал Шуш, — вот это точно ваша!» «Почему?» «Потому что орет так, будто кто-то неправильно ведет учет». Я смеялась и плакала одновременно. Мы назвали ее Элиной, в память о женщине, которую я никогда не знала, но чье отсутствие слишком долго жило рядом с моим мужем. С рождением дочери дом изменился еще раз. В нем стало больше света, больше суеты, больше мягких одеял и крошечных носочков. Шуш ходил вокруг ребенка, как старый ворчливый генерал. «Укрыли плохо. Подушка большая. Почему окно открыто шире, чем нужно? Кто так поет колыбельную?» Но однажды я увидела, как он сидит рядом с колыбелью и тихонько качает ее рукой, когда я задремала в кресле после бессонной ночи. Я ничего не сказала. Некоторые формы любви лучше не спугнуть словами. Когда дочери исполнился год, в город приехала молодая сирота с документами на небольшую долю в красильном деле. Ее опекун, разумеется, уже пытался убедить ее все переписать. Она сидела у меня в приемной, тоненькая, бледная, перепуганная, и так сжимала в руках папку с бумагами, будто от этого зависела ее жизнь. На самом деле так и было. Я пригласила ее в кабинет и посмотрела на нее так же внимательно, как когда-то на свое отражение в зеркале. «Как вас зовут?» «Сельма, госпожа». «Вы умеете читать цифры, Сельма?» «Немного». «Ничего, научитесь». «Я не знаю, что мне делать». Я медленно улыбнулась. «Зато я знаю». И в этот миг до меня вдруг дошло, что круг замкнулся. Когда-то я сама сидела среди чужой роскоши в чужом теле, не понимая, с чего начать новую жизнь. Теперь у меня был ответ. С цифр, с порядка, с уверенности, что даже после конца можно начать заново, и не хуже, чем прежде. Я проводила Сельму до двери и велела прийти на следующий день с полным реестром бумаг, а потом задержалась у окна. Во дворе шумела жизнь, возчики разгружали товар, Кайл возвращался с пристани, а в детской на втором этаже, вероятно, уже проснулась дочь. Я приложила ладонь к стеклу и тихо сказала, сама не зная кому. Судьбе, Иаре, себе прежней или той женщине, которой стала. «Спасибо. Я справилась». Из-за двери немедленно донеслось. «Не зазнавайся, хозяйка. Еще не вечер». Я рассмеялась так легко, как не смелась, наверное, никогда в обеих своих жизнях. И ответила. «Иди сюда, Шуш. Без тебя я бы и в половину не справилась». «Вот, наконец-то, разумная мысль». Он появился на пороге, важно выпитив живот и всем видом показывая, что подобное признание давно назрело. «Хочешь сливок?» «Хочу». «А пирожок?» «Тоже хочу». «А если скажу, что ты лучший домовой на свете?» «Ну, смотря с каким вареньем пирожок». Он покачал головой, и я подошла к нему и подхватила на руки. «Эй, я тебе не кот». «Ну, конечно, нет». «И не мягкая игрушка». «Ну, конечно». «И вообще, у меня достоинство». «Огромное». Он поворчал еще немного, но не вырвался. За окном шумел город, который мы изменили, а за моей спиной был дом, который стал родным. А впереди у меня была жизнь, уже не чужая и не случайная. А значит, все действительно только начиналось. Конец. Автор книги
Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!